Почему люди боятся этого специалиста? Ну, представьте себе, вот я сейчас говорю ребятам, вы знаете, я вот был у стоматолога. Они пожали плечами, как и вы. Ну, подумаешь, был у стоматолога. Или там, у травматолога. Ой, что-то повредил, да. А теперь представьте себе, я говорю, вы знаете, ребят, я вот чуть на съемку не опоздал, потому что я был у психиатра. И вы, и они улыбнутся, это по меньшей мере. Во-вторых, они скажут, о, он психиатра был. Профессия врача-психиатра в нашей стране стигматизирована до нельзя. Это действительно так. Что это значит? Огромное количество легенд, страхов, ужасов существует вокруг этой замечательной профессии. Я, кстати, могу сказать, что так уж получилось, в свои студенческие годы я едва сам не стал психиатром. Ну, мой родственник, врач-хирург, сказал, какой психиатр? Это что, врачи? Они даже шапочку не носят. Но это шутка, конечно. Мне очень дико нравилась эта специальность. И, кстати говоря, сейчас, работая со своими неврологическими пациентами, я использую и навыки врача-психотерапевта, и работаю с использованием рациональной психотерапии с моими многими пациентами, потому что считаю, что это исключительно важный сектор медицины, важная сфера в медицине, без которой мы, врачи, ну, как мы говорим, соматического, общесоматического профиля, не справимся. И те мои коллеги, кто меня слушает, сейчас смотрит наш YouTube-канал. Мы, кстати, на эту тему не раз уже говорили, обсуждали антидепрессанты, почему их тоже не надо бояться. Согласятся со мной. Гигантское количество людей, приходящих в наши поликлиники, вообще-то нуждается в помощи врача-психотерапевта или психолога. Это не значит, что они сошли с ума. Нет, 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 нет. Все дело в том, что в структуре болевого синдрома, в структуре мигрени, последствий инсульта мы видим вот этот шлейф психологических проблем, с которыми мы можем справиться только усилиями соответствующего специалиста. Еще один пример. Вот мы запустили курс по медитации. Когда мы начали общаться с нашими учениками, мы увидели, что есть группа людей, которым реально нужна помощь психолога или психотерапевта. Я им так и написал. Друзья мои, давайте, это все очень важно, и это помогает, медитация это круто, но надо посоветоваться с врачом. Почему я так говорю? Да дело все в том, что вот очень часто многие коучи, или люди, называющие себя психологами, без медицинского образования, кстати, берутся за проблемы, которые не под силу им. Не потому, что он слабый человек или слабый специалист, он, может быть, и многое умеет. Но есть категории проблем, которые называются болезнью. И вот это очень важный момент. Да, психиатр работает с патологическими состояниями, с патологией. Невроз ли, тревожное расстройство, депрессия, биполярные нарушения, шизофрения – это все болезни. Представьте себе, есть пневмония, бронхит, гайморит, я не знаю, ковид, есть мигрень. Это все патология, это проблема, это болезнь, которая требует лекарств для того, чтобы их вылечить. Также и в психиатрии. Есть болезни, которые требуют своего подхода. Но почему-то вот обычная терапевтическая практика и практика врача-психиатра вызывают абсолютно разные толкования, я бы сказал, кривотолки. Здесь, конечно, есть корни проблемы. Это советская психиатрия с ее, ну так мягко скажем, очень жестким репрессивным аппаратом. И чего греха таить, люди, которые попадали в психоневрологический диспансер или в больницы психиатрические, сталкивались с не самым лучшим к себе отношением со стороны медицинского персонала. Это так. Ну и атмосфера там угнетающая. Но надо понимать, что любой человек с любой патологией имеет право на адекватное лечение, на адекватное к себе отношение. Да, ведь у человека может не быть шизофрении, биполярного расстройства. Он может быть абсолютно в ясном сознании, но являться пациентом врача-психиатра с тревожным расстройством, с паническими атаками, с депрессиями. Что? Это его выключает из круга наших активных членов общества? Да нет.
Проблема еще в том, что, к сожалению, вот эта печать, в прямом смысле печать учета человека, обратившегося к психиатру, в нашей стране во многом ограничивает ее права. Это данность, это реалия, с которой мы сталкиваемся. И этого очень часто боятся многие из тех, кто говорит: нет, к психиатру я не пойду. Еще одна очень серьезная проблема, еще один вопрос, это то, что психиатр начнет меня пичкать психотропными лекарственными средствами, антидепрессантами, которые я пить не хочу. Да подождите вы. Дайте специалисту разобраться. Ведь огромное количество методик существует психотерапевтического плана, вообще воздействия с помощью лекарственных средств. Вот представьте себе, у человека, ну, скажем, пневмония. Он страдает, у него температура, он кашляет, на снимках соответствующая картина. Я говорю не про ковид-пневмонию, а бактериальную, та, которая требует антибиотиков. И именно антибиотиков, потому что справиться с болезнью можно именно таким образом: дать препараты. Как вы себе представляете, если у человека выраженная депрессия, и он нуждается в антидепрессантах? Нужны лекарственные средства. И когда ко мне приходят пациенты и говорят: а можно я без антидепрессантов обойдусь? У нас честный разговор с ними происходит. Я разбираюсь, почему, откуда появилась эта боязнь, объясняю, что к чему и почему нужны препараты, и говорю, и объясняю, что это не так страшно и тяжело. И никто в то же время не будет, извините, стоять над вашей головой с молотком и калашматить вас: ах, ты не хочешь принимать. Это ваш выбор. Просто вам врач объяснит вот итоги этого выбора, куда это может вас привести. Я не пугаю сейчас совершенно, но все-таки объясняю, что эти препараты бывают необходимы, и в то же время вы человек вменяемый, и никто не имеет права вас заставлять их принимать насильно. Второй момент. Вот начали разговор про диспансеры, как я упомянул о том, что обстановка не очень располагает. Это я знаю прекрасно. Когда я получаю штамп на ту справку медицинскую для того, чтобы получить новые права, я вижу это окружение. Вот рядом сидит явно пациент из наркологического диспансера. А вот тут человек прямо со странностями поведения. И ассоциируется врач-психиатр вот только с этой категорией людей, что он именно только такими занимается, и, мол, может быть, и я такой же, если я буду приходить к нему. Вот у нас в клинике работают блестящие, я считаю, врачи, и это не реклама, но мы сделали таким образом, чтобы человек, приходящий к психотерапевту или психиатру, не испытывал вот этого ужаса. В кабинетах, в которых они принимают, цветут цветы. В прямом смысле. Удобная, комфортная атмосфера. Порой мне приходится взять за руку пациента и завести его к моему коллеге, или взять врача-психиатра, психотерапевта, сказать: слушай, коллега, мне надо с тобой посоветоваться по поводу вот этого конкретного пациента, потому что ему необходима в том числе и твоя помощь. И делается это очень спокойно, интеллигентно и размеренно. И никто никого не боится. Нет вот этого ужаса в взаимоотношении с человеком, занимающимся ментальным здоровьем. Простая сермяжная фраза: посоветуйся со специалистом. Посоветуйтесь, придите к нему, найдите своего врача. Вы знаете, как много мне пишут в Инстаграме на эту тему. И описывают, и на YouTube-канал тоже пишут, и описывают вот проблему, но я вижу, что это там генерализованное тревожное расстройство, что у человека панические атаки, что он в депрессии. Вернее, как я вижу, по каким-то фразам очень характерным. Я не могу ставить диагноз вот по его письму или по сообщению, но я в этом случае всегда говорю: вы посоветуйтесь с одним, с другим, с третьим специалистом. И это ответ еще один на один вопрос. Был я у психотерапевта, мне не понравилось. В таком случае я спрашиваю: вот вы колбасу любите? Вот я вас спрашиваю. Ну, я там колбасу, скажем, не ем, но вот вы любите колбасу. Какую? Скажите: я там люблю копченую, кто-то солями, кто-то вареную докторскую колбасу. Опять докторская, да, колбаса. И вы скажете: вот это мне нравится, а это не нравится. Вы, извините, коллеги, врачи, психиатры, психотерапевты, я вас с колбасой не сравниваю, я просто образ такой сейчас привожу. Но ведь разная колбаса, разные люди, разные специалисты по уровню
подхода, квалификации. Больше того скажу. Врач-психотерапевт, коль уж он скоро касается тонких нюансов межличностных отношений, это человек, который, по-разному может быть воспринят пациентом. И одному подойдет мужчина зрелого возраста, а другому пациенту практически близкая по возрасту молодая врач-психотерапевт, который найдет тот самый ключик к душе этого человека. Вот в чем разница. Вот в чем этот подход, который надо иметь в виду. И не надо огульно, знаете, мазать все черной краской. Поэтому я за то, чтобы каждый находил своего врача. Не бойтесь, пожалуйста, врачей-психиатров, психотерапевтов. Будьте здоровы. Следите за новостями на нашем YouTube-канале. Будьте, пожалуйста, здоровы. И физически, и психически. Удачи!